мои хорошие! Ну что ж, сегодня мы поговорим с вами на очень долгожданную тему, а именно, как научиться подтягиваться девушке. Зачем это вообще нужно девушке, да еще и подтягиваться? Зачем? Она что, мужчина? Сегодня я хочу развеять все эти стереотипы и подсказать вам, как же научиться девушке с нуля подтягиваться различными хватами, какие мышцы работают и какие есть нюансы в этом упражнении. Ну что ж, начнем? А начнем мы с того, какие же мышечные группы и суставы работают в этом упражнении. Насчет суставов тут, я думаю, все понятно. Это плечевой и локтевой сустав, то есть два сустава у нас сгибаются и разгибаются. В зависимости от постановки ваших рук шире или уже, или разворота ваших кистей будут работать различные мышечные группы. Чаще всего это предплечье, бицепс, трицепс, грудные мышцы, дельтовидные мышцы и, конечно же, мышцы вашей спины. Но помимо работы ваших суставов и мышц верхней части тела, также хорошую нагрузку будет получать мышцы-стабилизаторы и ваш пресс. Кстати, по поводу мышц стабилизаторов и суставов. Зачем они нужны, если я хочу просто нарастить мышечную массу? Зачем это вообще нужно? Как вы думаете, сколько раз может потянуться обычный парень, который занимается в свое удовольствие пару раз в день, просто подтягиваясь? Или же бодибилдер, который очень-очень сильный? И, конечно же, это будет обыкновенный парень. Все потому, что у него развиты суставы и очень мелкие мышечные волокна, которые не задействуются в обычных базовых силовых упражнениях. Поэтому подтягивание не нужно недооценивать, и это очень специфическое и полезное упражнение, которое задействует разные моменты ваших мышечных волокон. Еще что я могу сказать в пользу подтягиваний, так это то, что вам не требуется какой-то очень супер дорогой спортивный инвентарь. Вы можете выполнять это упражнение где-то на улице, на каких-то спортивных площадках или же у себя дома, просто установив обычную перекладину между вашими дверьми. Я думаю, у всех давно когда-то такое было, но обычно на такой палочке мы все сушили белье. Теперь давайте рассмотрим различные хваты и развороты кистей, и какие же мышцы будут работать в этом упражнении больше, а какие меньше. Самый простой способ, и он больше подойдет для новичков, это обратный хват, когда вы близко ставите к себе руки и подтягиваетесь таким образом. В этом упражнении у вас больше всего будет работать бицепс. Конечно же, спина тоже будет участвовать, но большую нагрузку будет получать бицепс ваших рук. Если же мы разворачиваем наши кисти, то есть ладошки смотрят от вас и ширина постановки рук будет средняя, то таким образом у вас будет распределяться нагрузка равномерно, то есть она будет у вас идти и на руки, и на вашу спину. Такой простой пример, как приседание. Если мы ставим ноги узко, работают квадрицепсы, на ширине плеч у нас работает равномерно и внутренняя поверхность бедра, и квадрицепсы, и ягодицы, а если совсем широко, то у нас задействуются приводящие мышцы бедра. И самый сложный вид подтягиваний – это широчайшим хватом, то есть как можно шире руки стоят, и когда у вас пронированный хват, то есть ладошки у нас смотрят в сторону. И таким образом можно потянуться только тогда, когда у вас развиты широчайшие мышцы спины. Итак, прежде чем как мы приступим к советам для подтягивания, я хочу вам сказать одно. Если у вас не получается уже несколько лет подтягиваться, не расстраивайтесь. Возможно, вы что-то неправильно делаете. И не забывайте такую простую вещь, что всегда у мужчин будет получаться быстрее и лучше и качественнее, чем у женщин. Потому что верхняя часть корпуса у мужчин более развитая. Еще одна распространенная ошибка, почему у вас не получается выполнять подтягивания, это то, что вы выполняете их с помощью инерции, то есть вы выталкиваете себя наверх, а не чувствуете мышцы своей спины. Старайтесь сохранять прямой корпус, и если вам интересна техника подтягиваний, то я обязательно сниму ее, только поставьте пальчик вверх. Итак, вы захотели научиться подтягиваться. Так все же, с чего же начинать вашу тренировку, если вы хотите научиться выполнять это упражнение качественно? Любая тренировка, даже если вы сегодня работаете, допустим, на ноги, начинается именно с подтягиваний. То есть не в конце тренировки вы выполняете подтягивания для того, чтобы просто научиться, а в начале вашей тренировки, когда мышцы еще не такие уставшие, и у вас есть силы для этого упражнения, потому что оно очень энергозатратное. И, конечно же, не забывайте сделать разминку перед этим упражнением и особенно уделить внимание вашим суставам. Если у вас сейчас совсем нулевой уровень, то есть вы висите на перекладине и просто болтаетесь со стороны в сторону, конечно же, причина всему этому или же у вас слабые руки, или же слабая спина, а может то и другое.
Поэтому в первую очередь вам следует укреплять мышцы ваших рук, бицепс, трицепс, предплечья, дельтовидные мышцы плечей и вашу спину, широчайшие и нижние части спины силовыми упражнениями. Их достаточно много, можно выполнять как базовые, так и изолированные упражнения. И вот некоторый список, который поможет вам в этом. Но все же самые лучшие упражнения для того, чтобы подготовить мышцы ваших рук и спины для подтягиваний, это отжимания и обратные отжимания. Особое внимание я прошу вас уделить на обратные отжимания. Вы подходите к тренажеру Смита, опускаете гриф как можно ниже и становитесь под него. Беретесь хотя бы узким хватом, пронированным или обратным, как вам больше нравится. Пробуйте разные варианты, возможно, кому-то легче будет, кому-то сложно, но пробуйте все. И начинайте подтягивать корпус к грифу. Таким образом вы начинаете хотя бы примерно чувствовать мышечные группы, которые должны у вас работать в этом упражнении. Еще в подтягиваниях вам очень поможет такой чудо-тренажер, как гравитрон. К сожалению, я его даже ни разу не видела, потому что в моем городе, что в тренажерных залах, где я занимаюсь, его просто-напросто нет. Он как-то очень редкий, что ли, я не знаю, но он действительно очень помогает при отжиманиях, потому что в нем есть противовес. То есть вы ставите максимальный вес или кому какой нужен по вашей выносливости, по силе ваших мышц рук и спины, к примеру, там 50 килограмм, становитесь на него и подтягиваетесь. Таким образом вы постепенно начинаете уменьшать вес и доходите до такого момента, что вы подтягиваетесь просто с помощью своего веса. А ведь собственный вес – это тоже дополнительный вес. Таким образом, после длительных поисков гравитрона в своем тренажерном зале, я использовала немножечко другой метод подтягиваний с противовесом. Это эспандер или же обыкновенная лента. Я ее просто закрепляю на верхних перилах и становлюсь на нее ногами. Таким образом, эта резинка просто подтягивает меня вверх, и мне становится легче подтягиваться. И теперь насчет вспомогательных средств, которые помогут вам подтягиваться дольше и качественнее. Первое, что я могу вам посоветовать, это обыкновенные перчатки, потому что наши женские ручки очень некрасиво выглядят, когда у нас мозоли. Да и просто это очень неудобно и больно скользить по поручням, когда у тебя нет перчаток. Мне кажется, перчатки хорошие, качественные должны быть обязательно у тех, кто хочет научиться подтягиваться. И второе, что я вам могу посоветовать, это обыкновенные кистевые лямки. Для чего они вообще нужны? Просто дело в том, что когда мы подтягиваемся и последние несколько подходов вроде бы даются нам тяжело, но мы знаем, что мы можем выполнить еще, то есть ваша спина, ваши руки еще не устали, но первым, к сожалению, сдаются ваши кисти. Они потеют, кстати, используйте мел какой-то, чтобы ручки не потели. Поэтому с помощью кистевых лямок вы себя просто хорошенько подкручиваете, завязываете на перекладине. Попросите, если что, кого-то, чтобы он подтянул вам эти лямки. И таким образом вы доделаете свои последние подходы, и у вас кисти не будут уставать. Кстати, еще один неплохой способ научиться подтягиваться – это подтягиваться, отталкиваясь ногой от скамьи. То есть вы ставите скамью, делаете у нее угол крутой, и ставите ножку и таким образом подтягиваетесь. Ну а если вы занимаетесь с партнером, так это вообще круто, потому что он может вам помогать вас подтягивать, держа вас, допустим, за талию и немножко приподнимать. Кстати, силы слишком много не следует использовать, потому что все-таки вы должны чувствовать, что вас не просто поднимает туда-обратно, а то, что у вас работают какие-то мышцы. И, кстати, партнер может просто следить за вашей техникой. Правильно ли вы выполняете упражнения или просто бездумно болтаетесь на перекладине. Ну что, мои хорошие, вот в принципе и все мои советы по поводу подтягиваний, как научиться подтягиваться. Я когда-то тоже сталкивалась с этой проблемой, тоже болталась, думала, что я что-то выполняю. На самом деле это не так, поэтому еще раз техника, техника и техника. Конечно, сейчас я не могу похвастаться какими-то огромными рекордами, но все же мои умения стали гораздо лучше. Кстати, напишите в комментариях, сколько раз вы можете подтянуться, каким хватом и как вы этому научились. Я думаю, многим будет интересен ваш опыт. Да и вообще, зачем вы научились подтягиваться? Лично для меня подтягивание – это тот такой пунктик, когда я могу сказать кому-то, что да, я умею подтягиваться, и я девушка, вроде бы хрупкая, невинная девушка, но я могу подтянуться. И мне кажется, это достойно уважения. Но мы с вами встретимся в следующем видео, в следующем ролике, возможно, тренировке. Всем удачи и пока-пока!